Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я начинаю свой творческий день с раскраски Ханны Карлсон «Дневные грезы». Она мне очень нравится. С некоторых пор я стала красить по порядку. Ну и, в общем, потихоньку устраняю вот эти пробелы, где не по порядку. Ну, на самом деле это не принципиально, просто книга большая, и вот когда листаешь уже раскрашенные иллюстрации, там, разворотами, это классно смотрится, а поскольку книга большая, то когда в разнобой красишь, то мало разворотов и тому подобное. В общем, сегодня я буду красить вот эту иллюстрацию. Раскрашивать я, конечно, буду карандашами. Ну, будут Берлинга здесь, металлики. Ну, а здесь, скорее всего, возьму набор брутфунеров, потому что, когда они у меня появились, вот эти квадратные, я прям раскрашивала ими, думаю, интересно, я вообще остановлюсь когда-нибудь или нет. Но это происходит всегда с новой канцелярией, а потом переключаешься на что-то еще, как правило. В общем, сейчас я их достану, выберу цвета и вернусь к вам. Заварила себе чай, точнее травы заварила, талакнянку. В общем, вот они, брутфунеры. Коробка, конечно, с одной стороны красивая, но она так, на ней все пятна видны, протираешь, а все равно вот из-за этого вид неопрятный. Не знаю, я уже несколько раз думала, может быть, вообще убрать отсюда карандаши, куда-то их положить, приспособить, а коробку для чего-нибудь другого, в том числе и для запасных каких-то карандашей, допустим, из Fix Price, Ашан, вот которые у меня по нескольку наборов, они в другом органайзере лежат, но можно их было бы сюда, в эти лоточки. Таким образом было бы все видно, искать не пришлось. Посмотрим. Забавно сейчас получилось. Я нажала на Bluetooth кнопку, и, видимо, сигнал не добивал. В итоге я раскрашивала, а запись не началась. Ну и ладно, потренировалась за кадром, потому что я всегда говорю, что нет несочетаемых цветов, и это чистая правда. Но мне сегодня хотелось почему-то взять два карандаша, которые, ну, просто вот в целом я бы не стала вместе использовать. Ну и, в общем, в итоге взяла, и в целом все равно получилось нормально. Потому что, тем более, что эти цветы, ну вот в каких-то таких оттенках я и вижу. Хотя почему-то брутфунеры здесь не очень хорошо ложатся. Потому что обычно-то они очень мягкие, и нажимать на них не надо. Ну, что-то как-то они здесь не очень. А так мне процесс нравится. Ну, в общем, потом за кадром буду красить, как всегда. Вот, но я еще почему сделала такой выбор? Я стараюсь как бы все-таки сейчас еще брать и те карандаши, которые не из любимчиков. Не в смысле, что мне эти цвета не нравятся, а просто уже образовались какие-то любимые оттенки. Я их постоянно беру, использую, но здесь же 120 штук. Их как-то нужно же двигать. Я не то чтобы хотела все это закончить быстро, то есть мне карандаши нравятся, они меня устраивают, что есть в коллекции, но просто я к тому, чтобы они как-то плюс-минус более равномерно использовались. Так, ну и два карандаша взяла. Ну, здесь уже карандаши, которые я люблю сочетать между собой. И мне именно такой вот оттенок нравится. Хотя тоже надо поиспользовать какие-нибудь зеленые, которые, ну, по моему мнению, ну, не на мой вкус, скажем так. Тогда хоть действительно будет двигаться дело.
Ну и потом на этих цветочках, мне кажется, вполне можно что-нибудь нестандартное сделать. И будет нормально смотреться. Сегодня на мне такая странная кофта. Но я просто параллельно еще там периодически иду на кухню, обновляю внутри шкафчики, соответственно, крашу. Поэтому одежда на мне из разряда что похуже, чтобы потом можно было даже, может быть, и не стирая, выкинуть. Сейчас покажу, как у меня дело движется в пейзажах. Здесь мы вместе с Оксаной раскрашиваем. Собственно, дело движется у меня понемногу, не спеша. Я вот уже, кстати, рассказывала и вот убедилась еще раз в этом, что когда белый цвет обозначают, ну, присваивают номер, это не только в раскраске из этой серии. Меня это очень напрягает, я не понимаю, зачем это делают, и лично меня это очень сильно путает, потому что, ну, как бы, особенно когда это цифра 1, я вот сразу смотрю сюда, для меня вот это уже единичка, но я как бы, да, я держу в голове, что 1 это белый, и, конечно, не закрашиваю, но дальше каким-то образом происходит путаница. То есть даже в основном у меня с тройкой происходит путаница, вот даже не с двойкой. Ерунда какая-то прям. Вот здесь вот ловишь практически стресс. Одно радует, что это все-таки небо, и даже если произойдет какая-то путаница, ничего страшного не будет. Даже если бы я где-то единичку закрасила, ну, вовремя бы вспомнила, и ничего бы не было. Вот. Ну, короче говоря, процесс потихоньку движется. Я еще сейчас в такой, знаете, одежде, не как всегда, а в той, в которой я обычно делаю там ремонт, еще что-то, или генеральную уборку. Потому что как раз-таки сейчас я и занимаюсь генеральной уборкой. Вот иногда сажусь немножко передохнуть, пораскрашивать, поснимать видео. Иногда там, когда перекусываю, могу здесь что-то раскрасить. Ну, вот так вот все дело и продвигается. Так, ну а сейчас решила уделить время раскраске Дарьи Сонг «Магические рисунки» от времени, потому что все-таки конец года близится. И пусть я уже и смирилась с мыслью, что я ее не закончу, но тем не менее хочется ее продвигать. В этом месяце я уже 2-3 иллюстрации здесь сделала и показала вам. И сейчас я хочу... Так, кто впервые на моем канале, да, она разваливается, и в данном случае это хорошо, можно здесь все как следует прокрасить, потом я уже ее буду склеивать. Сейчас я хочу уделить внимание вот этому развороту, то есть даже не факт, что я сейчас все здесь возьму и раскрашу, но, например, можно какие-то взять для себя элементы и уделить им сейчас внимание, чуть позже вернуться к этой иллюстрации, к этому развороту и там еще что-то пораскрашивать. В данном случае я возьму берлинга металлик и раскрашу ложки, вилки, потому что, ну, берлинга у меня тут поблизости. Так, ну что, вот они, берлинга. Ну, я не знаю, в принципе, я больше люблю серебро, поэтому, наверное, да, пусть будет серебряное, даже по некоторой моей задумке, которая возникла. Пусть будет все это серебряное. Ну, буду сочетать серебро, светлое, темное. Не знаю, как это будет видно. Я сегодня немножко, вот, как я уже сказала, ну, надеюсь, что сказала, выбрала вот такой ракурс. Ну, хочу попробовать, потому что именно на этом смартфоне камера для меня еще такая новая, и я пытаюсь найти наиболее хороший
вариант, ракурс для съемки, чтобы было меньше косяков, потому что на моем предыдущем смартфоне я уже рассказывала. Качество, стоил он дешевле намного, но качество было очень хорошее, никаких нареканий. Вот. Я подключала и там, и здесь подключаю этот микрофон. Но здесь я слышу в начале какие-то косяки, там такого не было. Ну и в общем. В теории можно по-прежнему снимать на тот смартфон. Но я стараюсь, знаете, задействовать и то, и другое. Потому что на одном я, допустим, лайв-влоги снимаю, на другом, вот на этом мне бы удобнее было вот эти хобби-влоги снимать. Так, если что, потом я все это доделаю, всякие мелочи. Вот, кстати говоря, обычно я снимаю раскрашивание на ускоренном режиме, а сейчас что-то заболталась и только-только поняла, что раскрашиваю прям так. Ну да ладно. Сейчас мы еще немножко ускорим этот процесс. Продолжаю раскрашивание. Наверное, на камеру не очень видно все это серебро. В общем, как-то решилась наконец-то на разворот этот. Как вы знаете, я не люблю, когда повторяются всякие элементы. Мне по душе больше сюжетные иллюстрации, чтобы при раскрашивании погружаться в какую-то историю, да. Вот. А так, чтобы в качестве отдохнуть, это мне, конечно, больше нравятся узоры. Потому что, там хоть как-то понятно. А вот эти вот всякие паттерны и тому подобное, это явно не мое. Но тут такие элементы, они не крупные, не мелкие, и в целом я ничего против не имею. С вилками, ложками, да, можно тут по-простому разобраться. Наверное, кувшин примерно так же. Скалку легко раскрасить. Ну и вкусняшки тем же макаром. Так что в целом по чуть-чуть. Немножко отвлеклась и снова вернулась к раскрашиванию. Как-то вечно урывками получается красить. Правда, этот месяц неплохо начался. Тьфу-тьфу-тьфу. Главное, ракурс бы еще этот не подвел, потому что я ни одного отснятого фрагмента еще не смотрела. Нет времени. Я просто смотрю, чтобы как-то камера-то получше снимала. А то меня качество в последнее время абсолютно не устраивает. Как-то все с пикселями временами. Вот, может быть, вот этот ракурс будет неплохим. Посмотрим. Вилки тоже дораскрашивала. И, соответственно, в следующий раз, когда будет свободное время, я возьму какой-то еще элемент. И так постепенно заполнится разворот. Потом сделаю фон, а может быть и не буду делать фон, потому что в одной вот раскраске котики мурмур-терапия, там были вот клубочки, и их там несколько было таких иллюстраций. Одну я раскрасила фломастерами и даже, по-моему, сделала фон. Было, в общем, не очень-то интересно. А
вторую иллюстрацию я сделала без фона и раскрасила карандашами, там с переходами, и получилось очень даже нормально. Но в любом случае здесь надо уже будет смотреть по факту, как получится. Надо сейчас будет подобрать сюда какую-то закладку дополнительную. Может быть, кстати, у меня завалялись из лабиринта, я заказывала с космосом там закладки, может быть, их возьму. Но это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.